Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы будем переделывать квартиру в мини-общежитие. Такое, к сожалению, бывает, что не всем хватает места в общежитии, и тогда студенты ищут каких-то других мест, где можно поселиться. И в такие моменты предприимчивые люди берут свои квартиры, немножечко их переделывают, расширяют, дополняют, строят новые стенки, перегородки, наполняют какими-нибудь стульями, столами, кроватями и сдают это покомнатно, что мы и сегодня будем строить. Это достаточно такая просторненькая квартира, не могу сказать, что очень большая, но достаточно просторная, в которой одновременно может жить 5-6 студентов. То есть я сделала 3 полноценные комнаты, но 2 из них будут для размещения 2 человек, а 1 для одного, либо для пары, потому что там двухспальная кровать, и бонусом там идет еще и отдельная ванная. Это вообще как бы лакшери такая комната, которая будет самая дорогая. На самом деле таких людей, которые превращают свои квартиры в мини-общежитие, много, и это достаточно удобно, потому что студентам выгодно, людям, которые сдают эти квартиры, тоже прекрасно и замечательно. Единственное, что когда попадаются, конечно, не очень приличные студенты, которые шумят, громят и все такое, это, конечно, неприятно, но я думаю, что те, кто достаточно долго сдает такие квартиры, они уже в оплату проживания включают амортизирующую цену, которая предполагает, что если, в общем, студенты что-то сломают, можно как-то, в общем, будет из этой суммы и изъять. Когда я уже построила, я подумала о том, что здесь, конечно же, не хватает, не то что прачечной, но хотя бы стиральной машинки. Стиральной сушильной машинки. Я, в общем, прошляпила этот момент, но ее можно вместить, если вы захотите построить такое общежитие, квартиру. Вместо шкафа, который я поставила там на кухне, туда, в принципе, идеально впишется 2 стиральные машинки, 2 сушилки. Мне кажется, все-таки на такое большое количество людей лучше 2 стиральные машинки. Хотя, в принципе, и одной обойдутся, но я же добрая. Мне хочется, чтобы студенты жили в хороших условиях, потому что это тяжелое время, когда ты переезжаешь из родительского гнездышка в общежитие, где все такое странное, страшное, незнакомое, приходится все самому делать, разруливать все ситуации, как-то обращаться с деньгами правильно и так далее. В общем, это достаточно сложный период, плюс еще много учебы, которая совсем отличается от того, что было в школе. В общем, достаточно такой стрессовый период, и если есть возможность его минимизировать, то, мне кажется, это было бы идеально. На кухне я сделала вот такие вот полочки, такие типа висящие в воздухе, но предполагается, что они держатся стенами, но по факту они не держатся стенами, но что-то мне так захотелось, то есть вся эта квартира пошла от этих полочек. На самом деле я подумала о том, что в обычной квартире они были бы странно, но для такой квартиры общежития идеально, потому что чем больше всякого пространства, тем удобнее жителям, потому что у всех есть какие-то свои вещи, какие-то мелочушки, которые не всегда хочется хранить исключительно в своей комнате, иногда хочется куда-то их поставить, украсить. В общем, когда людей живет много, у них много вещей, поэтому чем больше поверхности, на которые их можно впихнуть, разложить и так далее, то тем лучше. Поэтому, мне кажется, именно для квартиры общежития такие вот полочки навесные — это идеально. И я сделала стойку такую типа барную, за которую можно кушать, в принципе, как основную на самом деле. Я потом еще поставлю большой обеденный стол, но по большому счету я предполагаю, что именно барная стойка будет использоваться как для еды, для того, чтобы перекусить, попить кофе или поесть. Я тут еще пиццу нашла. Мне кажется, она идеально вписалась. Какие-то еще кружки, ложки. А вот этот большой стол, который я потом поставила, он такой больше для общения, для каких-то дел. Можно там посидеть, домашку поделать, какие-то поделки, чтобы была большая поверхность. Я, конечно, в каждой комнате потом поставлю по столу, но все равно иногда бывает, что нужна прям очень большая поверхность. И мне кажется, когда есть свободный стол такого формата, то это очень даже удобно, потому что мне, например, пока я училась, мне очень не хватало такого большого объема.
какой-то поверхности более плоской. И поэтому я сделала здесь такой большой стол. И, конечно же, я тут порасставляла несколько разных таких комодиков, шкафчиков, опять-таки для того, чтобы можно было разместить какие-то свои вещи, какие-то общие штуки, то есть чтобы те люди, которые здесь живут, чтобы использовали это пространство, чтобы у них было это пространство, потому что комнатки на самом деле не очень большие. Да, конечно, не очень, не очень приятно хранить какие-то свои личные вещи вовне своей комнаты, где все могут до них дотронуться, но какие-то общие моменты можно, например, коробку с едой, которую прислали родители. Я думаю, все поделятся, все делятся друг с другом, меняются, и вот такие вещи как раз-таки и могут оставаться в общем пространстве, в общей комнате. Хотя, конечно, у меня в общежитии нельзя было даже ложку оставить на кухне, потому что она тут же исчезала магическим образом. Так у меня за первый год около 5 ложек, по-моему, ушло. Это при том, что я, в принципе, за ними очень сильно следила. Вилки, кстати, почему-то не так пропадали, как ложки, я не знаю. Ложки были просто магическим чем-то. У меня даже до сих пор, спустя столько лет, осталась одна чайная ложка, которая переезжает со мной уже не из первой квартиры, которая именно из общежития, которую я единственная сберегла. И, кстати, честно признаться, она не моя. То есть кто-то ее оставил, я ее прикарманила случайно, не сразу это определила, потом не смогла найти хозяина, поэтому она осталась со мной, и вот на долгие годы она тоже осталась со мной. Еще момент, который я хочу заметить, это то, что я на самом деле прошляпила немножко момент с такой отдыхательной зоной, потому что я очень сильно развернулась на кухне, большой стол, вот эта барная стойка очень большая, короче, оно занимает очень много места, и по факту для большого, красивого, удобного дивана уже не было места. Я вышла из положения тем, что напихала разных кресел. Мне кажется, получилось на самом деле даже уютнее, потому что здесь и табуреточка, и пуфичек, и креслица, и подушечки. То есть, типа, хозяева снесли туда все, что было негоже в других квартирах, все, что там, возможно, им одолжили, отдали даром. Они все туда снесли с мыслью о том, что, зато не жалко будет, если с ними что-то сделать, поэтому такие вот разномастные кресла я разместила. И, конечно, небольшой коврик, на котором тоже можно сидеть, мне кажется, если они захотят, там, например, все вместе посмотреть телевизор. Хотя, мне кажется, это практически утопичная история, чтобы все вместе одно что-то решили посмотреть. Но все возможно в этом мире. Может, они все дружно и хорошо проводят время вместе. Будем надеяться, что здесь хорошо Симам бы жилось, те, которые учатся в университете. Теперь, к счастью, есть такая возможность, мне она очень нравится. Да, конечно, мы не можем ходить на лекции, это печально, эти кроличьи норы, но все равно сам факт того, что наш Сим теперь может закончить какое-то учебное заведение, что даст ему какие-то бонусы, то это все ближе и ближе к реальной жизни. Мне кажется, это очень прикольно. Коридорчики я оформила очень просто, максимально просто. Плюс я постаралась везде сделать практически одинаковые обои, только немножко разные по цвету, для того, чтобы такой унитарности всех комнат, потому что их как бы делали типа в один момент, купили всем обои, всем поклеили, всем расставили. То есть не заморачивались какой-то сильной индивидуальности, хотя я сначала думала делать все одинаковое, потом я поняла, что это скучно, это неинтересно, и сделала все комнаты в своем стиле, в своем, в своей даже ценовой категории, то есть они у меня даже по качеству немножко отличаются. Я думаю, что если бы они реально сдавались, то и цены бы в них тоже отличались. Сейчас я вот перейду уже скоро к ним, закончу с коридорчиком, еще сделаю ванную, и тогда уже перейду к комнатам. Мне очень понравился, кстати, этот коврик при входной двери с рыбкой. Мне кажется, это очень мило и трогательно. И как раз для какой-то такой компании несерьезной, студенческой, мне кажется, это очень даже мило. Ванная получилась, кстати, очень яркой, такой насыщенной. Что-то мне так
так захотелось. Я обычно делаю очень светлые такие, спокойные ванны, а тут мне что-то захотелось такую темную, насыщенную, цветами, деталями. И вот эта маленькая ванночка, которая прилегает к лакшери комнате, я сделала максимально простой, просто с душем, короче. Она крошечная, с душем, но зато своя, не нужно идти в общую ванну, можно оставить там свои вещи, какие-то баночки, скляночки с кремами. Мне кажется, это вообще очень-очень круто. И в целом это самая дорогая комната, хотя я здесь поставила достаточно дешевую кровать, но зато ты можешь один закрыться, у тебя есть своя ванная, туалет, это же вообще крутяк-крутяк. В каждой комнате я постаралась, чтобы была у каждого типа жителя, чтобы была кровать, письменный стол и желательно комод или книжный шкаф, что-то такое, что-то одно или два обязательно должны быть. И коврики я постаралась везде, чтобы было комфортно всем жителям, собственно говоря, жить. Эту комнату я как раз-таки насытила кучей деталей, кучей всяких журнальчиков понатаскала из декора. Остальные комнаты я так сильно не перегружала, потому что что-то мне сначала показалось, что это прикольная идея, потом я поняла, что я не знаю, кто здесь будет жить. Вот эта комнатка, кстати, она узкая и длинная, и она самая, типа, дешевая, потому что она самая маленькая, самая такая крошечная, тут всего одно окошко, маленькие кроватки, такие не очень дорогие, но плюс вот этот из студенческой жизни облезлый книжный шкаф, он очень милый, такой атмосферный, но он такой не очень презентабельно выглядящий, но все-таки есть. Еще у них есть даже домашнее растение, что придает такой жизненности. У второго человека столик вообще крошечный, но большой стол никак уже не помещался, и маленький комод для одежды уже просто воткнула, чтобы он вообще был, потому что я подумала, что обязательно должен быть в каждой комнате для вещей, для книг какое-то место быть. Вторая вот эта двойная комната на 2 человек получилась такая более большая, более светлая, она с 2 окнами. Здесь я использовала уже более дорогие эти кровати, уже большой у них шкаф для одежды, уже у каждого полноценное место для того, чтобы учиться. То есть это уже такой подороже. Но это получается сначала по цене идет вот эта продолговатая комната, там самые дешевые места, потом идет вот эта комната с двойными, на двоих, но все равно уже лучше с 2 окнами, мне кажется, это уже такой статус. И третья по дороговизне это та, которая с отдельной ванной. Поэтому я, в общем, думаю, что если бы это были реальные хозяева, они бы неплохие деньги получали за эту квартиру. Правда, боюсь, что все-таки им было бы много сообщений от соседей, что там шумят студенты. Хотя на самом деле студенты бывают абсолютно разные. Есть, которые шумят, есть, которые спокойно живут и радуются жизни и занимаются своими делами. Все абсолютно по-разному. А там посмотрим, какие у нас тут, каких вы захотите сюда поселить студентов, какие вам захочется, какие вам будет интересно играть. Напоследок я прошлась и везде там расставляла какие-то минимальный декор, какие-то картинки. При входе еще установила доску, где можно там написать, например, расписание дежурств, кто моет посуду, кто моет ванну и так далее. Хотя, возможно, им нанимают человека, который общественные места раз в неделю моет. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилась данная постройка. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!